Всем привет! Добро пожаловать назад в новое видео. Сегодня я буду рассказывать на философскую тему. Если это вам не будет интересно, Сократ сказал, что не исследующим жизнь не стоит жить. Задумайтесь об этом. Давайте начнем. Наша культура пронизана идеей того, что цель оправдывает средства. Антагонист во многих историях стремится к большему благу за счет ужаса всех. Герой трудится против этой гнусной мечтой, когда и в конце концов он превалирует. Мы задумываемся о том, как кто-нибудь мог представить такую ужасную мечту. Это все кажется таким основным понятием. Если мы сделаем то, что мы осуждаем при других обстоятельствах, чтобы достигнуть какой-то пользы, это никак не облагораживает дурное действие. Зло остается злом. Добро всегда добро. Что-то загрязнить не может очистить. Если вы все-таки не убеждены, давайте разберемся. Когда мы называем исход хорошим, должна быть какая-то основа, в которой лежит это суждение. Чтобы эта основа не была, она сможет применяться к другим исходам, которые произойдут до того, что мы хотим реализовать. Исход более раннего исхода станет средством более поздней и, наверное, лучшей цели. Как средство, исход теряет все воздействие, которое он имел как цель. Это заключение неизбежно, ведь время продолжит истекать. Мы ошибаемся подумать, что если мы достигнем утопии, то время окончится. Если все так будет, то вряд ли был исход таким хорошим с самого начала. Надеюсь, что всем совершенно ясно, как ценность, которую мы кладем на какую-нибудь цель, она на самом деле беспочвенна. Несмотря на предполагаемую полезность, все продолжится. И кроме того, тот желаемый исход исчезнет в прошлое и станет средством, которым больше будущего будет достигнуто. Нет никакой разницы между средством и целью. Если мы придадим моральную ценность одному, но не другому, то это очевидно несовместно и пристрастно. Таким образом, несмотря ни на время, ни на цель, что-нибудь есть и будет хорошим, и что-нибудь злое есть и будет злым. Нельзя убить одного для того, чтобы спасти миллиона. Тот, кто этого совершит, навсегда будет убийцей. Даже если толпы людей поблагодарят его, это никак не оправдает его преступление. Эти два действия не связаны друг с другом, поскольку оправдания или осуждения касаются. Человек – спаситель, который совершил убийство. Если не так, то можно представить себе ситуацию, в которой мы подумаем, убить миллиона, чтобы спасти миллиарда, или миллиарда ради триллиона. Цель легко может стать средством. Если она так станет, то она потеряет все моральное обязательство. Как смехотворна эта ситуация. Моральная ценность не исчезнет только из-за того, что ставки поднялись. Такая этика, которую я описал, называется консеквенциализм. Происходит от английского слова consequentialism, которое происходит от латинского слова consequens. Это значит следствие.
Несмотря на явную нелепость этой идеи, она расположилась во многих головах. Проблема с этой этической системой лежит в том, что она создает бесконечную цепь оправданий, когда мы пытаемся что-нибудь оправдать. Поэтому, когда мы сталкиваемся с ней, мы притворяемся, что нее нет. Из-за того, что слишком многие сознательно или несознательно ограничивают рамки обдумывания, идея, которой бесконечность доказывает несостоятельность, добывает правдоподобность. Жалко, что некоторые совершают наихудшие зверства в истории из-за консеквенциализма. Хаотичное зло уже достаточно страшно. Насколько хуже, когда у нечестивцев есть план. Мы сможем освободить от необходимости многих этических дилемм, если мы избавимся от коррупционных мыслей. Не смотрите на результат, чтобы определить хороший. Например, мы видим две группы беспомощных людей в железнодорожных путях, и по какой-то причине можно спасти только одну группу, следовательно, другая погибнет. Не считайте людей в группах, лучше заглянуть в себя. Добро и зло находятся в наших намерениях и мотивациях. Наше намерение чистое. Мы просто хотим спасти людей? Или мы хотим быть социальными инженерами, которые решают, кого стоит и кого не стоит? Такое не нам решать. Мы не определяем ценность других людей, ведь ценность только значительна в контексте более широкого плана. Наш план не заменяет план других. Поэтому в этой ситуации, оценив наши намерения, мы должны оставить остальное логистике. Какая группа ближе? Какую группу более вероятно действительно нам удастся спасти? Если нет никаких других соображений, то есть лучший способ решить, чем случайность. Мы не принудили к ситуации произойти, она натолкнулась на нас по случайности. Почему не решить проблему по такому же? Спасибо за внимание. Это мои мысли сегодня. Увидимся в следующий раз. Shallow.